Всем привет! Госкорпорация «Автодор» предложила сократить разрешенный срок эксплуатации шипованных шин с 9 до 6 месяцев в году. По мнению Госхолдинга, 90% ущерба российские дороги получают именно в зимний период. При этом особенно страдают участки дорог с разрешенной скоростью более 70 км в час. В связи с этим Дорожная госкорпорация предлагает в зимний период на всех типах дорог ограничить максимальную скорость движения до 70-80 км в час. Нарушителей этого правила инициатор идеи предлагает штрафовать. Как ни странно, но целью данного предложения Автодора является экономия значительных денежных средств на ремонте дорог. Госкомпания провела исследование и изучила мировой опыт влияния шипов на дороги. Так, по данным Автодора, из-за отсутствия ограничений в использовании шипованной резины зимой 1993 года Финляндия потратила на ремонт дорог дополнительно 46 миллионов долларов. О результатах своего научного исследования Автодор проинформировал Министерство транспорта России. Друзья, это, пожалуй, первый случай в России, когда компания, отвечающая за дорожное строительство, выступает против освоения бюджетных средств. В связи с этим новость вызывает не только беспокойство о том, что в зимнее время скорость личного транспорта будет такой же, как и у общественного, а также ввергает в ступор из-за полного непонимания логики главной дорожной госкорпорации страны. Возможно, дело в том, что кто-либо из руководства Автодора планирует выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах в органы власти. В связи с этим следующим шагом госкорпорации будет объявление целей, ради которых она пожертвовала собственным благополучием. Учитывая, что речь идет о сумме в размере расходов дорожной корпорации на ремонт дорог на всей территории нашей страны, этой целью, по меньшей мере, будет возвращение в стране старого пенсионного возраста. Ну или в крайнем случае покупка России Гренландии вместе с Данией. Друзья, несмотря на отсутствие ясности о планах руководства главного дорожного холдинга страны в отношении сэкономленных денег, вполне очевидна другая его цель. Предлагая ограничить использование шипов, Автодор определенно хочет дать отпор многочисленным обвинениям в его адрес о неудовлетворительном качестве строительства дорог. При этом на вопрос о том, почему такое исследование не было сделано раньше, руководство Госхолдинга с грустью отвечает: потому что Финляндия лишь в этом году рассекретила информацию, обнаруженную 15 лет назад, о последствиях воздействия шипованной резины на дорожное асфальтовое покрытие. Друзья, опасения Автодора за свою репутацию не напрасны. За доказательством того, что шипы далеко не единственный источник проблем российских дорог, ходить далеко не нужно. Точнее, в большинстве регионов достаточно просто подойти к ближайшей дороге. Поэтому после опубликования Автодором акта нападения на шипованную резину, ему сразу же посоветовали, прежде чем обвинять других, сначала с качеством своей работы разобраться. Впрочем, не исключено, что шумиха поднята госкорпорацией не ради сэкономленных денег. Разжигание скандала может иметь целью снизить стоимость бизнеса по производству шипованной резины. Поэтому вполне возможно, что в результате атаки на шипованные резины в руках людей, близких к Автодору, в скором будущем появится контрольный пакет в отечественном рынке по их производству. Возникает разумный вопрос: зачем кому-то критиковать товар, чтобы затем самому заниматься его производством? Друзья, ответ прост. О вреде шипов для российских дорог пошумят и вскоре забудут. Ведь иного способа безопасно передвигаться по нашим дорогам зимой пока не придумали. Друзья, какими бы ни были причины поступка Автодора, очевидно одно, что главной целью его руководства является дистанцирование хотя бы от одной из известных российских бед. Ведь обоснование вреда шипов для российских дорог госкорпорация изложила в виде научного труда, а его дураки не напишут. Ну, по крайней мере, в этом убеждено руководство госкорпорации. Друзья, пишите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу, и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Спасибо за внимание. Пока.